Всем привет! Мы находимся на блокчейн-конференции в Санкт-Петербурге. С вами Ольга Войтова и RuCrypto. И у нас в гостях Николай Равнейко, спикер, который расскажет нам о своей компании и подробнее о прогнозах криптовалют. Спросим у Николая. Николай, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете, чем занимаетесь и какую пользу вы несете для сферы блокчейн? Окей. Мы представляем компанию Asbit. Это новый проект, который мы запускаем, ICO запускаем в мае. Asbit — это будет криптовалютная биржа с элементами социального трейдинга. Это копирование сделок или памп-счета, доверительное управление, которое еще просто в криптовалютном мире не используется. Потому что это наше основное преимущество, это наша основная польза для этого. Также мы еще планируем на этой бирже другие использовать вещи, это такие как криптовалютный кошелек, Mining Pool. Но, как я сказал, самое главное и самое, похоже, необходимое — это вот именно наш социальный элемент нашей криптовалютной биржи. И как успехи? Это первый анонс нашего проекта. Об успехах мы говорить позже в процессе. Мы будем на выставке в Нью-Йорке на консенсусе, и там уже полностью презентуем свой движок и нашу основную часть ICO. Вот смотрите, на дворе 2018 год. Что конкретно можете сказать по поводу системы блокчейн и криптовалют, ваш прогноз на этот год? Вот что изменится, что... Будет продолжаться и далее популяризация и внедрение блокчейна в нашу жизнь, потому что на самом деле тот же биткоин, хоть может какой-то есть негатив со стороны государств с биткоином, там криптовалютам, без биткоина не было бы блокчейна. И поэтому это фундаментальная вещь, которая будет больше распространяться и больше внедряться в нашу жизнь. То бишь точка невозврата уже давно пройдена. Поэтому только вверх. Что касаемо регуляции системы блокчейн, как вы к этому относитесь, и если бы у вас был такой шанс поменять что-то, что бы вы изменили? На самом деле блокчейн, нет смысла говорить про регуляцию блокчейна, нет смысла говорить про регуляцию криптовалют, какие-то ICO проектов, потому что это больше как уже финансовые инструменты выступают, которые несут какие-то риски для инвесторов. И мы, конечно, в свою очередь, только за регуляцию, потому что чем явнее, чем прозрачный рынок, чем меньше будет мошенников, чем меньше будет нечестных игроков, там, бирж, обменников всяких, тем будет более позитивное отношение, тем будет больше защищены инвестора. И, соответственно, на этот рынок придут серьезные игроки инвестиционные, это там инвестфонды какие-нибудь, банки, что, соответственно, только будет повышать капитализацию всех криптовалют. Николай, все наши телезрители ждут инсайдов от вас, от эксперта. Что конкретно, в какие криптовалюты лучше инвестировать и почему, а в какие не стоит? Я вам так скажу. Я аналитик по бирже, не по криптовалютам. Я больше разбираюсь, как работают другие биржи, отслеживаю, какие новинки происходят, как лучше это делать. Если конкретно во что инвестировать, я все-таки прежде предлагаю это то, что надо самим разбираться, не надо никого слушать. Если вам проект нравится, если вы считаете, он имеет место быть, имеет применимость, то инвестируйте. Если вы не понимаете, что это такое, не надо кого-то слушать. Все там блогеры, там какие-нибудь медиа, у них свои интересы, они могут проталкивать свои интересы, всякие такие вещи. Поэтому только самим изучать, никого не слушать. Супер, отличный совет. И еще меня интересует очень такой вопрос, когда же наступит тот момент, когда мы уже будем приходить в магазины и покупать хлеб с маслом за крипту? Опять-таки, это все зависит от регуляции. Видите, некоторые государства положительно настроены, хотят зарегулировать. Некоторые государства, даже как Россия, она все время меняет свою позицию. То да, то нет, то да, то нет. Они, наверное, выжидают какую-то выжидательную, заняли позицию, посмотреть, как во всем мире это произойдет. Но надо еще понимать, что криптовалюта изначально создавалась как замена банковской системы, но как угроза для нее. И поэтому государства боятся этого инструмента. И, соответственно, и банки лоббируют свои интересы, и это отражается на общей репутации. Поэтому всегда будет негатив идти с государством, но уже это факт признан, это будет как-то приходить в наш мир. В обычную жизнь людей. С вами были Ольга Войтова и Николай Равнейко специально для RuCrypto.